Помню, что в тот вечер мы возвращались из клуба, отмечали День города. Нас было 4. Я, Диана, Андрей и Сережа. Все мы дружили с начальной школы. Было нам по 18-19 лет. Домой идти далеко и долго, маршрутки уже не ходили, а такси вызвать не удалось, поэтому решено было ловить попутку. Минут через 15 остановилась престижная иномарка черного цвета. Вообще, даже сейчас в нашем городе машины такого класса – это редкость. Мы спросили водителя, не по пути ли ему и за какую сумму он согласится нас довезти. Оказалось, ему по пути и довезет совершенно бесплатно. За рулем сидел молодой парень, на вид лет 30, темноволосый, бледнолицый, кореглазый, с легкой щетиной. На нем был костюм черного цвета и снежно-белая рубашка, которые выглядели не дешевле самой иномарки, на которой он ездил. Андрей сел возле водителя, мы же 3 разместились на задних сиденьях. Ехали медленно, в салоне играла спокойная музыка, которая действовала на нас будто колыбельная. Чтобы разрядить обстановку, Андрей не нашел ничего лучше, чем рассказать парочку анекдотов. Откровенно говоря, анекдоты были не первой свежести, но мы смеялись, а водитель же ехал со спокойным, невозмутимым видом, словно нас вовсе и рядом нет, и кроме музыки в салоне ничего не существует. Видно, что общаться он не хотел. Но тут какой-то черт дернул Андрея завести диалог с этим водителем, что в тот момент мне показалось совсем неуместным. «Вы, наверное, уже слышали эти анекдоты?» – с улыбкой сказал Андрей. «Нет, с чего ты взял?» – холодно ответил водитель. «Вы даже не улыбнулись». Водитель промолчал. «Могу поспорить, что до конца пути я смогу вас рассмешить». Водитель заметно оживился, будто проснулся. Через минуту он свернул на обочину. «Ну давай, заключим пари». Водитель потянулся, открыл бардачок и вытащил конверт, который он положил на подлокотник. «Нам осталось ехать примерно полчаса. Если сможешь сделать так, чтобы я улыбнулся, эти деньги твои». «И сколько там?» – спросил Андрей. В конверте $2500. «Ничего себе! В самом деле? Реально? Вы не шутите?» «Я похож на шутника». «Хорошо, а если я не смогу вас рассмешить, что тогда? Просто у меня нет денег, чтобы поддержать такое пари». Водитель посмотрел в лобовое стекло, словно высматривая что-то, а потом повернулся к Андрею. «Ты всегда можешь поставить на кон свою душу, пока она у тебя есть», – сказал он с ухмылкой. Мы были в недоумении. Диана прошептала мне на ухо, что, может, все-таки лучше нам пойти пешком, а то водитель немного не в себе. Андрей же решил принять пари. «Ну хорошо, где договор, который я должен подписать кровью?» «Никакой крови, хватит лишь твоего рукопожатия». Они пожали руки, и мы тронулись с места. Всем было интересно, сорвет ли Андрей джекпот. Все-таки деньги не маленькие, особенно для нашего городка. А то, что он поставил на кон свою душу, нам показалось довольно забавным. Ехали мы, как и предполагалось ранее, около получаса. За это время Андрей вспомнил все смешные и несмешные анекдоты и рассказы, которые он знал. Все смеялись, кроме водителя. Создавалось ощущение, что он просто не умеет этого делать. Все то же каменное лицо и холодный взгляд, следящий за дорогой. Водитель остановился во дворе нашего дома. Мы приехали. Все на минуту замерли, не зная, что делать. Можете выходить все, кроме проигравшего. Мы неуверенно вышли из машины и ждали нашего друга. Было видно, что водитель что-то говорит Андрею, а тот внимательно и с удивлением слушает. О чем был разговор, мы не слышали. Когда наш друг вышел, машина немедленно уехала. Больше ни машины, ни водителя мы никогда не видели. После той ночи мы больше не собирались всей нашей компанией. Андрей стал каким-то замкнутым и скрытным. Больше времени начал проводить дома, не ходил на пары, на все вопросы отвечал, что плохо себя чувствует, либо занят неотложными делами. Честно говоря, выглядеть он стал намного хуже. Весь бледный, взгляд потухший и измученный. Было видно, что его что-то беспокоит. Через 2 месяца мы узнали, что Андрей в больнице и серьезно болен. Рак быстро сжигал нашего друга. Смотреть на него было больно. Такое чувство, что перед нами лежит не Андрей, а другой человек, его бледная тень, в глазах которой пустота. Лучевая терапия уже не помогала, и еще через 2 месяца он умер. С того дня прошло ровно 8 лет, а я все равно каждый вечер вспоминаю своего друга Андрея и ту ночь, когда мы сели в машину к тому странному человеку. Глупо, конечно, связывать эту болезнь и тот спор, но что если и правда причина в этом? Маленькая Сьюзи просто невероятно любила одного сказочного персонажа. Точнее, одну маленькую девочку с крыльями и волшебной палочкой. О ней была легенда, которую знают все и очень любят детишки. Как гласит легенда, вечером дети должны положить свой зубик под подушку, а ночью зубная фея забирает тот самый зуб, и на его место она может положить монетку или же игрушку. Сьюзи очень любила фею и искренне верила в ее существование. Ночью она пошла чистить зубы. Во время процесса она заметила, что один зуб шатается. Она
Она начала чистить в его области интенсивней, и он выпал. Она была настолько этому рада, что ей было плевать на кровь. Она быстро побежала к кровати и положила зуб под подушку. Она уже хотела уснуть, как вспомнила, что на день рождения родители подарили ей небольшую, но практичную камеру. Она решила увидеть, какая же она, зубная фея. Она взяла своего любимого Мишку и поставила его на тумбочку возле кровати. В его объятии она поместила камеру. Девочка легла в свою кроватку, и казалось бы, что от волнения ей будет тяжело уснуть, но она настолько погрузилась в представление образа героини, что сама не заметила, как уснула. Наступило утро, и Сьюзи первым же делом заглянула под подушку. Она была обескуражена. Под подушкой был листок. Она развернула его, и там была надпись. Но этот язык не был ей известен. Тут она вспомнила о камере. Она уже хотела посмотреть, что там, как вдруг услышала, что ее зовет мать. Родители сообщили ей, что сегодня уедут на очень важный ужин и приедут довольно поздно. Сьюзи эта новость пришла по душе, ведь теперь она сможет посмотреть отснятое на большом экране. В этот раз школьный день шел особенно долго. Сьюзи считала минуты. И вот этот долгожданный звонок. Она быстро побежала домой. Когда она пришла, то не стала сразу смотреть видео. Она решила найти тот язык, на котором была написана записка. Надпись была очень странная. Было написано что-то вроде «Син Рибо». Она ничего не нашла и потом подключила камеру к телевизору. Позади телевизор. В конце комнаты стояло зеркало. Сьюзи посмотрела в него на себя, тем самым подготовилась. Она начала смотреть. Сначала начала проматывать, ведь ничего не происходило. Но вдруг она остановилась и начала смотреть. Возле ее кровати появилась тень. Пока она сладко спала, к ней подошло нечто черное. Это было высокое существо черного цвета. Оно засунуло руку под подушку и взяло зуб. Затем из своего рта оно достало баночку. На ней было что-то написано. Она нажала на паузу и начала переводить. Снова вышла неразбериха. Там было написано «Изюз». Она снова ничего не поняла, но тут до нее дошло. На баночке было написано ее имя. Сьюзи. Она продолжила просмотр. Существо положило зуб в банку и проглотило, а потом скрылась прочь. Сьюзи была просто в шоке и не знала, что ей делать, как вдруг она поняла, что было написано на ее записке. Там было написано «Обернись», только наоборот. У нее пошли слезы, и она проклинала чертову камеру. Она не хотела оборачиваться. Но тут она услышала стук двери. Она так засиделась, что не заметила, как пробила полночь. Она думала, что это ее родители, и поэтому крикнула «Мама? Папа? Это вы?» Но ответа не последовало. Она начала дрожать и плакать еще сильнее. И снова спросила: «Это вы? Почему вы молчите? Кто здесь?» Ответа не было, как вдруг сзади она услышала голос отца. «Обернись!» Девочка была очень рада и, конечно же, обернулась. Это и вправду был ее отец. Выстрел. Тело Сьюзи было найдено в ванной ее дома. В ее голове был след от пули. Родители говорили, что когда они пришли, она была мертва. Но было в этом что-то странное. Дело в том, что это уже 7-й убитый ребенок в этой семье. И если тебе понравились истории, не забудь поставить лайк. А также прямо сейчас подпишись на мой канал. Это очень важно, ведь чем больше подписок, тем больше будет выходить видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Даша Рокс Страшные истории, чтобы первыми смотреть новые выпуски с историями.